Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Внезапно вокруг Гренландии формируется напряженная политическая ситуация между Соединенными Штатами Америки и Европой. Дональд Трамп усиливает давление в переговорах с союзниками, а в Германии канцлер Фридрих Мерц все более открыто говорит о рисках для экономики и экспорта. А в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен также не сдерживает себя и срочно требует готовиться к ответным мерам. Планируется саммит Европейского Союза, но уже сейчас в Европе обсуждают возможные шаги, чтобы избежать масштабного торгового противостояния. И на этом фоне в Германии резко обостряется еще одна финансовая тема. Клиенты банков теряют деньги из-за мошенников, а государства и банки до сих пор не решили, кто за это отвечает. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европе усиливается политическое напряжение вокруг Гренландии и позиции Соединенных Штатов Америки в отношении союзников. Поводом стали заявления президента США Дональда Трампа и ответные реакции европейских лидеров. Итальянский премьер Джорджа Мелони публично высмеяла радикальные призывы к разрыву отношений с Вашингтоном. Она сказала буквально, что если следовать такой логике, то тогда можно, цитата, идти и штурмовать Макдональдс, имея в виду абсурдность требования отказаться от американского влияния в Европе. Эта реплика прозвучала на фоне серьезного спора внутри Европейского Союза. Дональд Трамп объявил о возможности новых пошлин против европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию. Причиной называется участие этих государств в международных наблюдательных и стратегических инициативах вокруг Гренландии, автономной территории Дании. Для Соединенных Штатов Америки, напомню, Арктика сегодня является стратегическим регионом, где пересекаются вопросы логистики, доступа к редким ресурсам и контроля над Северным морским путем. Поэтому давление на Европу здесь носит не символический, а вполне практический характер. В Германии ситуация вызвала острую общественно-политическую дискуссию политики из Христианско-демократического союза ХДС. В Бундестаге открыто говорят, что угрозы пошлинами – это попытка заставить союзника подчиниться внешнеполитической линии Вашингтона. Звучат также опасения, что экономика Германии снова оказывается разменной монетой в геополитике. Экспорт, промышленность и рабочие места напрямую зависят от доступа к американскому рынку, и любое такое обострение быстро бьет по реальному сектору. Канцлер Германии Фридрих Мерц старается удержать баланс. С одной стороны, он поддерживает участие Германии в союзнических миссиях и подчеркивает важность НАТО. С другой же, Мерц все жестче говорит о недопустимости экономического давления на партнеров. Для него конфликт внутри Германии – это все-таки тест на равноправие внутри Трансатлантического союза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимает более жесткую позицию. Она прямо заявляет, что Европейский союз должен быть готов к ответным мерам, если Соединенные Штаты Америки используют пошлины как инструмент давления. В Брюсселе уже обсуждаются варианты экономического ответа, хотя мы с вами все понимаем, что торговая война между США и ЕС ударит прежде всего по европейской промышленности, особенно по экспортоориентированной Германии. Я хочу вам сейчас напомнить, что исторически подобные конфликты уже возникали. Во время предыдущих торговых споров с Соединенными Штатами Америки и ЕС страдали автопром, металлургия и машиностроение. Тогда компании теряли заказы, инвестиции вообще замораживались, а политическое решение напрямую отражалось на занятости. Сегодня ситуация повторяется, но на более высоком уровне напряжения и с более выраженной стратегической конкуренцией в арктическом регионе. В итоге, сейчас мы с вами видим, что Европа оказалась в сложном положении. С одной стороны, это союзнические обязательства и безопасность, с другой – экономика, которая все хуже переносит внешние удары. Сегодня реплика Мелони стала громкой именно потому, что показала усталость части европейских лидеров от крайности. Либо полное подчинение Соединенным Штатам Америки, либо демонстративный разрыв. И Германия вместе с канцлером Фридрихом Мерцем сейчас пытается удержаться между этими крайностями, понимая, что цена ошибок в этом конфликте будет измеряться уже не заявлениями, а рабочими местами и инвестициями. Следующая новость – одна из самых важных для клиентов немецких банков. В Германии заметно растет число случаев банковского мошенничества, и это уже не частная проблема отдельных клиентов, а системная проблема во взаимоотношениях банков, государства и нас с вами, потребителей. Люди теряют реальные деньги, как я вам недавно рассказывал, иногда десятки тысяч евро, а банки и политики до сих пор не могут договориться, кто же должен за это отвечать. Сегодня нам с вами следует признать, что схемы стали значительно сложнее и труднее для распознавания. Я имею в виду, что речь уже идет не о простых письмах из прошлого, а о тщательно подготовленных схемах. Например, клиенту приходит СМС якобы от того же банка. Номер выглядит действительно достоверно,
а затем следует звонок от человека, представляющегося сотрудником службы безопасности. Человека торопят и сообщат о возможных ограничениях по счету, в результате чего он подтверждает перевод. Деньги уходят, и вернуть их часто невозможно. По данным банковской ассоциации, с подобными попытками сталкивается почти каждый четвертый клиент. При этом число успешных атак растет именно потому, что мошенники бьют не по технике, а по психологии. Они знают, как звучат банковские инструкции, и копируют их слово в слово. Здесь и начинается главный конфликт. Банки говорят прямо: если клиент сам подтвердил операцию, значит он несет ответственность. Я думаю, что вы это уже слышали от банков не раз. А в это время потребительские организации возражают, что в цифровом банкинге человек часто не может отличить мошенника от настоящего банка, потому что интерфейсы, сообщения и звонки выглядят абсолютно одинаково. По их мнению, банки создали систему, в которой ошибка клиента стоит ему всех сбережений. Исторически сложилось, что в Германии доверие к банкам всегда было высоким. Напомню, после кризисов 1990-х годов и начала 2000-х годов государства и регуляторы последовательно усиливали защиту вкладов, чтобы люди не боялись хранить деньги в системе. Цифровой банкинг изменил все слишком быстро, а правила ответственности за ним не успели. На политическом уровне тема уже дошла до канцлера. Фридрих Мерц прямо указывает, что массовое мошенничество подрывает доверие к финансовой системе и бьет прежде всего по среднему классу. По его словам, если государство требует от граждан переходить в онлайн-банкинг, оно обязано обеспечить им реальную защиту, а не перекладывать риски на клиентов. Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что проблема выходит далеко за рамки Германии. По всей Европе ущерб от платежного мошенничества измеряется миллиардами евро. И без единых правил ответственности банки будут продолжать экономить на защите, перекладывая последствия на нас с вами, на клиентов. В Брюсселе уже обсуждают более жесткие требования к возврату средств, если человек стал жертвой обмана, а не сознательно нарушил правила. Показательные истории множатся. Буквально на днях пенсионерка из Северного Рейна-Вестфалия потеряла внимание: 18 тысяч евро после звонка из якобы банка. Также на прошлой неделе рабочий из Баварии почти год копил деньги на ремонт дома и лишился всего за один вечер. В обоих случаях банки сначала отказывались возвращать средства, ссылаясь на формальное подтверждение перевода. Таким образом, суть проблемы простая и неприятная. Цифровые услуги сделали банки удобнее и дешевле, но риски переложили на нас с вами, то есть на клиентов. И пока сегодня государство и банки спорят о юридических деталях, люди фактически остаются без достаточной институциональной защиты. Поэтому здесь становится очевидным, что чем дольше этот спор затягивается, тем больше под угрозой оказывается доверие ко всей финансовой системе, то есть тому самому фундаменту, на котором держится экономика Германии. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.